А в этом видео вы узнаете, что такое гумания, зачем я заставляю всех решать СМГО и как на самом деле расшифровывается ВВП. Всем привет, это Старрес ТВ, с вами Вячеслав Камин, и в этом видео я хочу рассказать вам о своем проекте, который в 3 словах можно писать так: карточки, измерения, цифры. Либо другими 3 словами: бессмысленная трата времени. Но это кому как. Названия проекта пока что никакого нет, а начну рассказ с его истории. В июле 2018 года моим родителям пришла в голову идея создать коллекционные карточки с изображениями топ, и не только топ, игроков российского и не только российского ГО, которая вскоре была реализована, и уже 9 сентября на Кубке Москвы первые коллекционные карточки мира российского ГО были запущены в продажу. Да, на обратной стороне мы скромно написали именно так. Нельзя не отметить еще одну классную штуку. Как вы можете здесь видеть, на обратной стороне карточек есть QR-код, который ведет на страницу игрока на сайте Московской Федерации ГО. Не понимаю, почему через 10 минут после начала продажи было куплено не все. Кстати, надо уточнить, у проекта с коллекционными карточками название есть, и это Гомания. А нет его у проекта с измерением цифр. Может быть, уже и поздно его придумывать, все равно корейцы с Бадук ТВ уже украли эту идею. Если кто не в курсе, смотрите этот пост. Но вернемся в первую ночь после возникновения этой мысли. Тогда я вспомнил другую идею, которая пришла мне в голову еще перед чемпионатом России 2017 года, когда я захотел измерить силу участников ЧР в разных стадиях игры по шкале от 1 до 10, как это делается в футбольном симуляторе FIFA. FIFA 17, FIFA 18, в принципе, в любой FIFA, чего я тут. Вот, кстати, доказательства. Критериями тогда стали фусеки, борьба, счет, йоса и ого. А подробнее об этом позже. Что, кстати, интересно, это то, что в своей таблице я почти полностью предсказал результаты того чемпионата. И давайте не будем говорить о том, что я просто скопировал рейтинг-лист и расставил какие-то рандомные циферки вместе с Антоном. Нет, давайте не будем. Это и так всем очевидно. В любом случае, именно та идея была использована как прототип, скрещена с идеей карточек и доведена до потрясающей идеи с помощью тестов, исследований статистики и партий игроков, измерить их силу в разных областях игры. Гениально! Что ж, в ту же ночь был выбран случайный игрок, расставлены какие-то цифры, и где-то через час Photoshop в Paint я получил такой результат. Да-да, это видео я тоже в Paint монтирую. Кстати, попробуйте угадать, кто это, я думаю, это несложно. Уже через месяц были окончательно выбраны коэффициенты и подготовлены способы для их измерения. А вот с этого момента поподробнее. Игра ГО делится на 3 отрезка: фусеки, йоса и между ними тюбан. Каждая стадия требует отдельного изучения и отдельных скиллов. С фусеки и йоса в этом отношении все очевидно. Знание досека и стандартных принципов в начале партии, умение выбирать самый большой ход и не проигрывать партию в ее конце. А вот с тюбаном... Тюбан – это борьба. Зачастую она, кстати, отнимает большую часть партии у йоса и фусеки. Иногда наоборот. Из фусеки партия переходит сразу в йоса и заканчивается за 94 хода. Борьбой нам принято считать какие-то сложные позиции с розыгрышами КО, бегущими группами, естественно, умирающими группами, куда же без этого. Борьба — это сложно, не только с точки зрения игры, но и для измерения. Но сейчас мы говорим не об измерениях, а о коэффициентах, поэтому более подробный рассказ я отложу на несколько минут. Какие еще коэффициенты можно выделить с точки зрения игры? Это счет. Счет — это умение считать варианты, от лесенок очевидных гет до убийств групп и других сложных комбинаций. И если стадии на векторе игры идут спокойно друг за другом, то счет — это линия, параллельная им, идущая вдоль всей партии. Далее ого. Отсутствие глупых ошибок. Мы просто гении аббревиатур, да? Все просто. Кто меньше зевает, тот большее число получает. Но сам коэффициент казался фиг как измеримым и слишком узкопрофильным, поэтому не попал даже в первую версию карточек. А туда попал даже exp, experience, опыт. Не знаю почему. Я его удалил как только... Короче, главное, что теперь все ок. Зато там есть Psy. Опан Gangnam Style. Не этот, psychology, психология. Это уже лучше, я думаю, тут понятно, что это означает. Умение игрока не поддаваться влиянию психологических факторов. Последним, 6-м коэффициентом финальной версии карточек оказался ВВП. Должны как минимум удвоить валовый внутренний продукт страны. Снова нет. Выигрывание выигранных позиций.
Максимально очевидный по своей сути коэффициент, но тут есть одна деталь, которую стоит добавить. Представьте, что к началу Йоса вы в спокойной позиции ведете несколько очков и идете к победе в своей партии. Что может вам помешать? Две вещи. Расслабленность и плохая игра в Йоса. И если получится так, что вы продолжали играть в полную силу, а ваш соперник попросту оказался сильнее в последней стадии игры и вырвал победу, то к коэффициенту ВВП это никак не относится, так как причиной поражения был другой фактор. ВВП – это о тех поражениях, которые вызваны расслабленностью в конце игры или нежеланием доиграть партию в полную силу. Надеюсь, вы это поняли. Наконец, давайте к рассказу о том, как все это измерялось. Самыми сильными игроками системы были выбраны европейские профессионалы, а максимальным значением число 99. Максимальное двузначное, так что логично. Можно сказать, с FIFA аналогично. Я ее уже упоминал. Минимальное число, по идее, 0, но для настолько слабых игроков, по сути начинающих, измерения еще не проводились. Самый слабый игрок с официальной распечатанной карточкой, с голограммкой вот такой, это Мирта. Уровень 1-2 дан, рейтинг 60. И я бы сделал вывод, что рейтинг до 10 был бы у игроков уровня примерно 10 Q. Разбираться об этом будем в следующем сезоне, а пока что говорим только о высоких данных. Для измерения счета я использовал CMGO. 3 листа разного уровня А, Б и И. Easy. Со следующего сезона еще папка Real Game CMGO будет. Потому что самая классная задача – это сложная, красивая задача из реальной партии. 12, 16 и 20 задач по 3, 2 и 1 баллу за каждую. Плюс еще 30 баллов сверху, чтобы оставить место для игроков слабее 4 Q. Если вы внимательны и посчитали сумму, то получилось 118, а максимум 99. Как же так? Но все нормально. Там ведь настолько сложные задачи, что даже для европейского профессионала невозможно решить правильно все задачи листов А и Б. Особенно учитывая то, что на каждый лист давалось ограничение по 1 часу. Вот вам 6 задач. По самой легкой и самой сложной со всех 3 листов. Друзья мне посоветовали, что зрителей надо байтить. Поэтому давайте, если это видео наберет 200 тысяч лайков, то я выкладываю в открытый доступ все задачи, которые использовались для измерения. Вместе с Йоса. И, возможно, с некоторой статистикой по решавшим ее игрокам. 3 игроков, с которых 2 уже ранее побеждали в чемпионате России, отказались от участия. Федерация не предпринимает ничего, чтобы спорт высших достижений у нас развивался. Схвиннингенская система. А что это такое? И даже женский чемпионат когда-то так проводил. Надо использовать любую возможность. Теперь Йоса, так как там система немного похожа. 3 задачи на 13 доске, максимум за которую 10 баллов. Причем за каждую ошибку в решении вычитается какое-то количество баллов в зависимости от грубости этой ошибки. Вот, например, самая легкая из этих 3 задач, которую на максимум решили не только Илья и Матеуш, но даже я. Хотя почему даже? Я же гений Йоса. Чуть не забыл. Ход на 13 очков, ход на 12 очков, потом этот у судьи. А это ошибка, -1. Потом, кстати, дальше по этому варианту надо вот это косым не пропустить. Как-то так и работает. Дальше сами дорешивайте. Изи же. Еще, конечно, задача на измерение стоимости ходов. Балл за точный ответ, половина за попадание с точностью до половины очка. Из суммы вычитаем среднюю погрешность, прибавляем к умноженной на 1,5 сумме за первый раздел с задачами на 13 и получаем результат. Если слишком сложно, еще раз помедленней. Балл за точный ответ, половина за попадание с точностью до половины очка. Из суммы вычитаем среднюю погрешность, прибавляем к умноженной на 1,5 сумме за первый раздел и получаем результат. Замолчите! А результаты получились практически адекватными. Правда, не все так хорошо решают задачи, как играют Йоса в партиях, из-за чего пришлось изучить еще и партии, после чего 3-4 результата были подкорректированы. Но это норма.
Лучше, чем ставить Виктора 92, а потом смотреть, как он вот так вот Йоса в полуфинале про квалификации против Танги проигрывает. Чересчур спокойная Йоса, вызванная неправильной оценкой баланса, несыгранные двойные сенты ходы, пропущенные Йоса от судей, как вот этот ход, и за 20 ходов плюс коми превращается в итоговый минус 3,5. А теперь, когда я окончательно распугал отсюда всех гуманитариев, это я тебе, Артем. Перейдем к самому сложному. Я про фусеки. Я разбрал много партий с Ливой. Очень много партий. Вот таблица с их результатами. Реально много. Желтые ячейки — это ошибки между 3 и 8% по Лиле. Красный — больше 8. Белый столбец — это суммарная потеря процентов во время фусеки. Как вы видите, измерялась фусеки длиной 60 или 40 ходов. Ну, потому что 20 или 30 ходов на одного человека. И на самом деле это является моей ошибкой, так как фусеки имеет фиксированную длину для каждой отдельной партии. Но эту ошибку мы будем исправлять в следующем сезоне. В итоге игрок получал какую-то оценку от 1 до 20 за фусеки отдельной партии. Далее высчитывалась средняя оценка за много сыгранных фусеки, умножалась на 5,8 и получался окончательный результат. Здесь, кстати, тоже можете заметить, что система не идеальная, потому что 5,8 умноженное на 20 дает 116, а максимальный результат должен быть 99. Здесь это уже менее оправдано, потому что сыграть идеальные фусеки намного проще, чем идеально считать или идеально играть Йоса. Но разбираться с этой ошибкой, как я сказал, будем позже. Для измерения ВВП, которое с этого момента я буду называть WGP, так как это Winning Good Positions, и, возможно, уже 10 минут кто-то не может найти его на карточках, а оно вот. Нужно было опять-таки разбрать много партий, а точнее можно было взять уже разобранные партии и посмотреть, как часто игрок отдает позицию, в которой идет больше какого-то числа очков или процентов. На всякий случай пройдемся еще раз. Борьба, файтинг, счет, ридинг, фусеки, йоса, win good positions и psychology. Осталось рассказать только об измерении первого и последнего. В измерении психологии было использовано много компонентов. 20% от win good positions, потому что проиграть хорошую позицию можно не только из-за йоса. Да, Антон? Еще 30% это оценка в прямом смысле именно психологии игрока. Умение серьезно играть в партии, не расслабляться в выигранных позициях и в партиях против более слабых соперников. Умение абстрагироваться от внешних условий и неудачных результатов прошлых партий. Играть по сопернику. Все это психология, и все это имеет колоссальное значение. Но, тем не менее, это все никак не измерить, так что пришлось использовать сбор субъективных мнений и их аппроксимацию. Оставшиеся 50% были выделены на исследование статистики партии игрока с соперниками не его уровня, то есть более слабыми или более сильными. Решающее значение здесь, конечно, имеют результаты против более слабых игроков, но и победы над сильными тоже дают некоторый бонус. То есть, к чему я это говорю? То, что я проиграл Рахмату в командном чемпионате России в партии на КГС, не значит, что я играю слабее него. Значит, что у меня просто с психологией хреново. Как думаешь, нормально это выглядело в кадре? Нормально то, что ты проиграл Рахмату. Это правда. Например, Ким Шахов в исследованном 2018 году не проиграл ни одной партии игрокам с рейтингом на 100 и больше пунктов ниже его. А у меня 2 поражения от минус 200 до минус 100 и еще 3 игрокам еще слабее. В основном отсюда и есть итоговый его 95 против моих 81. А вот тут хочется остановиться и задать вопрос. Какой из изученных коэффициентов действительно самый важный в игре вейцы? Ты можешь хорошо играть в фусеки, получать после него 80% и все равно после этого отдавать партию из-за плохого счета или борьбы. Ты можешь говорить всем, что хорошо играешь Йоса и надеяться каждый раз отыграть в нем по 20 очков. Но если выбирать как свой инструмент только один коэффициент, то им должна быть борьба. Потому что если ты просто где-то съешь группу своего соперника, то неуспешные фусеки, неуспешные Йоса ему не помогут. Но, понятное дело, для того, чтобы хорошо играть, нужно развивать равномерно все навыки игры. Вернемся все-таки к самому важному коэффициенту, к борьбе, рассказать про измерение которого, к сожалению, мне в принципе нечего, потому что, когда осенью проходила подготовку проекта, мы не придумали, как и что с ним делать. Сделали голосование, результаты устроили всех. Да, и, кстати, не надо из-за этого на меня ругаться. Помните, я упоминал корейцев с Бадук ТВ? Как узнал у них Александр Динерштейн, никакие измерения тогда не проводились, а все коэффициенты были выставлены просто голосованием других профессионалов. Так что понимаете, что из этого более топовый проект, да? С тем, как это измерялось, в принципе, все. И я даже не знаю, как этот огромный ролик закончить. Карточки сделаны, распечатаны,
и продаются моими родителями в го-магазинах практически на каждом из проходящих в Москве турниров. И нет, это видео не является агрессивной рекламой, стимулирующей к их приобретению. Это просто рассказ об истории проекта, о цифрах и все такое. Хотя, если убрать цифры, то ладно, без разницы. Первые карточки с цифрами были готовы уже почти год назад. Спасибо всем, кто помогал при их создании. Потом еще была серия с европейскими профессионалами. А вот сейчас, когда выпускается это видео, уже практически готовы новые системы для измерений и новые Цумего. И чуть не забыл. Наверное, главный вопрос – а зачем все это? Ответ может разочаровать. Просто у кого-то было слишком много времени, и он занялся вот этим. Потому что прикольно. Может быть, это и перерастет в нечто большее, но вряд ли. Да и нужно ли? Делитесь в комментариях вашим мнением обо всем этом проекте, подписывайтесь, распространяйте это видео, ждите следующие. Обещаю, будет интересно. Я уже стал слишком похож на классического блогера, да? Ставь лайк, если так считаешь. Ладно, шучу. Всем пока.